Друзья, приветствую вас на канале, посвященном погоде рынка недвижимости. Сегодня мы с вами будем говорить о рынке жилой недвижимости, а точнее подведем итоги прошедшего апреля месяца и будем говорить о целой провинции Пафос, что находится на южной части острова Кипр. Провинция Пафос, это, ну, по карте мы посмотрим, в нее входит достаточно много городов, муниципалитетов, и по каждому городу там порядка 4 крупных городов, муниципалитетов. И по каждому из данных муниципалитетов мы подробно разберемся с цифрами о том, что происходило с недвижимостью. В конце видео я сделаю краткосрочный прогноз до конца первого полугодия. Осталось немножко. Сегодня у нас июнь. То есть, по сути дела, один месяц, да, и будет закрыт второй квартал или первое полугодие 2026 года. То есть, подводя итоги, еще раз повторюсь, я покажу вам, что произошло с недвижимостью на протяжении одного года. То есть, будем говорить о тенденциях. Прогноз краткосрочный, естественно. И в конце видео покажу также вам основные макроэкономические показатели, которые характеризуют развитие экономики острова Кипр и южной его части. И, конечно же, поговорим об аренде, о пассивном доходе. И я вам покажу, в общем-то, как несложно посчитать инвестиционную привлекательность того или иного объекта жилой недвижимости. Друзья, переходим к просмотру слайдов и через, как я люблю говорить, призму времени и цифр будем вместе с вами разбираться, что произошло с недвижимостью провинции Пафос. Итак, традиционно начинаем с административно-территориального отделения, потому что приходят новые люди, я вижу просто, смотрят мне больше новые люди. Остров разделен на две части. Северная часть проживают у нас турки-киприоты, и южная часть проживают греки-киприоты. Всего 6 провинций. Сегодня мы говорим о провинции Пафос. Это южная часть острова Кипр. Если вы посмотрите на карту, она такая западная, самая западная часть, да? Ну, вверху у нас получается север, юг, да, восток, да, западная часть. Итак, друзья, продолжаем говорить о административно-территориальном делении уже самой провинции Пафос. Видим, она таким пятном, ее границы отрисованы, ну, как карта Google Map это делает. И в провинцию Пафос входит муниципалитет Пафос, город-муниципалитет Пафос, город-муниципалитет Гераскипу, город-муниципалитет Пея и город-муниципалитет Полис. Вот они расположены вдоль побережья, мы видим. И самая восточная часть провинции – это Гераскипу, Пафос, Пея и Полис, самая западная часть провинции Пафос. Итак, друзья, переходим уже непосредственно к разбору процессов, которые я наблюдал на рынке жилой недвижимости целой провинции. Начинаем мы, конечно же, с города-муниципалитета Пафос. И я знакомлю вас, как работать с данной информацией. Здесь карта мы видим, да, и внизу экселевские данные, экселевская табличка. Значит, сейчас мы будем говорить о том, что произошло на протяжении одного месяца. Период сравнения, вы видите, у нас был март-апрель месяц. Будем говорить как о новом жилье. Ну, новое жилье, есть классификация, условно я буду называть это новое жилье, на самом деле это апартаменты класса А и Б. Почему я буду говорить новое жилье? Потому что, как правило, данные дома, в которых находятся подобные квартиры, они построены из новых энергоэффективных материалов, то есть это как жилые комплексы, и где, как говорят компании-застройщики, летом не жарко, зимой не холодно. И также будем говорить о старом жилье, это класс C, D, E, F. Ну, здесь вроде бы как тоже все понятно. Старое почему? Потому что не энергоэффективные, не сберегающие тепло и
позволяющие нагреваться в теплую погоду зданием-сооружением, это мы относим к, так сказать, старому жилью. Ну, я буду называть старое и новое, вы будете меня понимать. Итак, начнем с нового жилья. Мы видим, что в городе, муниципалитете новое жилье за месяц подорожало на 0,18%. Средняя стоимость квадратного метра 2816 евро. Внизу мы можем посмотреть, друзья, локации. То есть также город, муниципалитет Пафос делится на определенные такие административно-территориальные деления или локации, как угодно можете называть, ценовые зоны, еще картографы. Это, это ценовые зоны, давайте я буду так, которые отличаются по стоимости квадратного метра. Поэтому, собственно говоря, и картографы их называют ценовыми зонами. Ну, несложно посмотреть, что самая дорогая недвижимость это Ката Пафос. Кстати, я проживаю недалеко, видите, вот этот райончик такой достаточно комфортный, Tombs of the Kings. Здесь по стоимости на втором месте стоит. Ну и самое бюджетное жилье Анна Варгас, да, район Анна Варгас, это туда уже выше, как бы в горы. Это самое недорогое жилье, 1850 евро за квадратный метр. Итак, друзья, внизу можем также посмотреть черта красная, где среднее арифметическое число, которое я вам уже зачитывал, в целом по городу, муниципалитету, это 2813 евро и рост за месяц плюс 0,18%. А следующий слайд посвящен также новому жилью муниципалитету Пафос. И здесь мы будем рассматривать, что произошло с недвижимостью на протяжении 1 года или же 12 месяцев. Период сравнения апрель 2025 года. Мы видим, что 2831 евро стоит квадратный метр. И в апреле 2026 года это уже у нас 2813 евро. Друзья, единственная провинция в южной части острова Кипр, провинция Пафос, о которой мы говорим, за год нам показала отрицательную динамику снижения. То есть, если вы посмотрите подытоживающие данные, вы увидите за год снижение минус 0,65%. Но данная динамика снижения продолжалась весь 2025 год. Я предполагал, что и показывал вам цифры, официальную статистику, сколько присутствует на сегодняшний день нового жилья. Так вот, в провинции Пафос в целом, как и город Пафос, как и Пея, было построено достаточно много и сдано в эксплуатацию нового жилья. Это многоквартирные дома, что, собственно говоря, я так предполагаю, и вызвало незначительное снижение стоимости квадратного метра в 2025 году. А вот с 1 января 2026 года мы видим, что стоимость квадратного метра стала опять незначительно расти. Но в целом динамика отрицательная, минус 0,65% за год снижения, естественно. Дальше, друзья, переходим к старому жилью. Карта, видите, осталась та же самая. Старое жилье выросло за месяц плюс 0,19%. Видим, что уже 2573 евро за квадратный метр. То есть, ну, ничего себе, да, это 600-700, ну, почти на 280 евро разница. С учетом того, что, напомню, новое жилье, как правило, оно и больше по размерам. Там квартира однокомнатная может быть от 70 квадратных метров и выше, то можете себе представить в целом, как стоимость квартиры отличается нового жилья от старого. Также можете посмотреть, друзья, что происходило по локациям. Читать не буду, сами прочитайте. Кто живет в Пафосе, великолепно знает географию данного города-муниципалитета. Ну и еще раз повторюсь, внизу подытоживающие данные. Это общее среднеарифметическое число по городу, стоимость квадратного метра 2573 и рост 0,19%. Это старое жилье. Переходим, друзья, к следующему слайду и посмотрим, что произошло за год со старым жильем. Естественно, у нас все еще муниципалитет Пафос, мы говорим.
Но ситуация здесь также, как и с новым жильем. Давайте прочитаем график рисунок. Апрель 2025 год. 2587 евро за квадратный метр. Весь 2025 год новое жилье и старое жилье показывало нам динамику снижения. И с января месяца видим незначительная динамика роста. На сегодняшний день, или точнее мы говорим сейчас об апреле, стоимость квадратного метра была 2573 евро за квадратный метр, что, в общем-то, показало нам динамику снижения за год минус 0,55%. Переходим к следующему, друзья, городу, муниципалитету. Это город Гераскипу. Видим его Google Map, таким локацию, границы отрисовал. Что здесь мы наблюдаем? Мы наблюдаем, что за один месяц исследования в целом средняя стоимость квадратного метра нового жилья повысилась до 0,20%, то есть незначительно выросла. И видим, что средняя стоимость это 2550 евро. Эти же данные вы можете посмотреть внизу на табличка Excel, где вы вот подытоживающие вот эти данные, те же самые, просто для наглядности это все еще переношу, дублирую на карте. Следующим слайдом будем говорить, что произошло за один год в муниципалитете Гераскипу. Новое жилье. Видим, что в апреле 2025 года это было 2520 евро стоимость квадратного метра. Такая вот колебательные процессы, подъемы, падения. Я это все еще сглажу. Линия аппроксимации мы видим, или линия тренда. И правильно называть так, линия тренда, я ее аппроксимирую. То есть вот эти сглаживаю вот эти колебательные процессы. И видим, что уже в апреле 2026 года 2550 евро, что показало, друзья, рост, вот если вы внизу посмотрите, 1,19% в годовом измерении. То есть город, муниципалитет Гераскипу, в отличие от города-муниципалитета Пафос, показал динамику роста. Незначительную, но это динамика роста. Следующий слайд, друзья, посвящен старому жилью, также муниципалитет Гераскипу. Видим тут тоже рост 0,20%. Средняя стоимость квадратного метра составляет 2472 евро. Эти же данные по локациям можете прочитать, посмотреть, кого интересует, где самое дорогое жилье, где самое дешевое жилье. И подытоживающие данные в целом по городу Гераскипу соответствуют тем данным, которые мы только что с вами зачитали на карте. Переходим к следующему слайду. Здесь мы посмотрим, что произошло со старым жильем на протяжении одного года. В апреле 2025 года, это муниципалитет Гераскипу, 2439 евро стоимость квадратного метра была. Также мы видим вот такие колебательные процессы, причем такие, я это предполагаю, там новые жилые комплексы сдавались, и, скорее всего, изначально была завышена цена, потом она рынком корректировалась, видим, вниз уходим. В любом случае, я вот эту линию тренда сгладил, аппроксимировал, но мы видим, что очевидна динамика роста в течение одного года. И в апреле 2026 года это 2472 евро стоимость квадратного метра, что показало внизу, друзья, смотрим, рост на 1,36% в годовом измерении. То есть вполне себе адекватно ведет себя рынок недвижимости муниципалитета Гераскипу, как старое, так и новое жилье. Почему адекватно? Будем говорить в конце видео, когда я вам покажу макроэкономические показатели и, в общем-то, поговорим о пассивном доходе еще. Итак, друзья, следующий муниципалитет, город, это Пея. Небольшой, на самом деле, такой город, муниципалитет, да. Ну, это по рамкам Кипра. На самом деле, конечно, это небольшой населенный пункт, но с развитой инфраструктурой. Хороший спортзал, кстати, там знаменитые пляжи Coral Bay и так далее. Итак, новое жилье, друзья. Видим, что за месяц выросло на 0,26%.
И средняя стоимость квадратного метра нового жилья, здесь мы видим 1958 евро. Чувствуете, да, насколько дешевле стоит недвижимость, удаляясь от центра, от муниципалитета Пафос, самый дорогой, потом где Гироскип пойдет, и потом уже мы видим Пея и Полюс, потом мы будем еще говорить. То есть совсем недорогая недвижимость, поэтому, наверное, у данного населенного пункта, в общем-то, хорошая перспектива развития в плане развития рынка недвижимости. Итак, мы, друзья, можем то же самое посмотреть. Внизу видим рост плюс 0,26%, то есть подытоживающие данные, что произошло за месяц. Давайте посмотрим, что произошло с новым жильем в муниципалитете Пея за 1 год. Видим, как, в общем-то, все-таки ведет себя по-разному рынок недвижимости. И все это зависит, друзья, знаете от чего? Зависит от простых, кажется, банальные вещи, которые в институте, в университете изучают. То есть стоимость квадратного метра очень сильно зависит от того, насколько много предложений на рынке, и насколько их больше, чем покупателей, или наоборот, насколько дефицитнее недвижимость и много или относительно много покупателей желающих. И вот это все формирует стоимость. Здесь мы видим, что в апреле 2025 года 1934, да-да-да, 1934 евро. Весь 2000 почти, ну не весь, а до 9 месяца 2025 год мы видели снижение стоимости квадратного метра. И вот уже с сентября 2025 года стоимость стала незначительно, но расти. И в апреле уже достигла 1958, что показало нам динамику роста плюс 1,24% в годовом измерении, друзья. Давайте посмотрим старое жилье, также муниципалитет Пея. Смотрим на карту, рост плюс 0,28%, тоже на минуточку подумайте, да, за месяц. И здесь уже, конечно, стоимость квадратного метра значительно уступает, 1782 евро. Если новое жилье 1958, то здесь на 200 евро квадратный метр дешевле. Что, в общем-то, еще раз повторюсь, дублируется данными внизу. Красная черта, где мы можем увидеть, что рост за месяц плюс 0,28%. Следующий слайд. Здесь мы будем говорить о том, что произошло со старым жильем за год. В апреле 2025 года 1796 евро стоил квадратный метр. Весь 2025 год, помните, по новому жилью до сентября было снижение, и потом пошел в рост рынок. А здесь мы видим это у нас 12 месяц, до декабря 2025 года старое жилье показывало динамику снижения. И уже с января 2026 года незначительно стала стоимость расти. В целом за год мы видим снижение минус 0,78%. То есть новое жилье подорожало на 1,5% за год, а старое все еще, видим, показывает отрицательную динамику минус 0,78%, как, собственно, и в Пафосе. Помним, да, в муниципалитете Пафосе и новое, и старое жилье показали где-то в этих пределах снижения в годовом измерении. Следующий слайд. Здесь мы будем говорить о полюсе. Это самый такой западная часть острова. Здесь, как мне кажется, уникальные виды, то есть побережье абсолютно не похоже на восточную часть, то есть скалистая местность. Ну, в общем, небольшой населенный пункт. Поэтому я здесь всего лишь видим выборку и новое, и старое жилье попало. Конечно, есть, можно, ну, небольшой рынок, назовем так, поэтому я перестраховался, чтобы больше было статистики с меньшей погрешностью. Я взял, в принципе, все жилье. Ну, здесь вот перспектива очевидна, то есть для как туристов здесь достаточно мало, но в плане развития здесь есть куда расти. Итак, мы видим, что за месяц снижение минус 0,11%.
И стоимость недвижимости самая дешевая 1888 евро за квадратный метр. То есть самое бюджетное жилье можно приобрести в муниципалитете Полис. Также вы можете посмотреть внизу дублирующие данные. Красная черта вот это, я их перенес на карту. Ну и по локациям можете посмотреть, сколько и насколько сильно отличается, в общем-то, стоимость квадратного метра даже в этом небольшом населенном пункте, в городе-муниципалитете. Смотрим, что произошло за год. Здесь, друзья, за год, как и в Пафосе, стоимость квадратного метра снизилась. В апреле, видим, 2025 года это было 1919 евро. И все продолжает здесь, видим, снижение. В апреле 2026 года 1888 евро, что в годовом измерении показало снижение минус 1,62%. Друзья, вот так вот видим, небольшая провинция, с небольшими городами, муниципалитетами, но как по-разному себя ведет рынок недвижимости. Давайте посмотрим следующий слайд. Это подытоживающий слайд, чтобы вы понимали. Мы проговаривали каждый город, муниципалитет, а теперь подведем по провинции итоги, что произошло в период исследования у нас. Естественно, мы март с апрелем сравниваем. Буду говорить только подытоживающие данные. Почему? Потому что эти данные я уже проговаривал, и смысла их еще раз называть нет. Итак, новое жилье в целой провинции Пафос, она отрисована, видим здесь, 2440 евро за квадратный метр. Как считается, это среднее арифметическое число, как считается, вы знаете. Сравнивая с мартом 2026, было 2435 евро, что, в общем-то, показало динамику роста за месяц, плюс 0,21%. Индекс положительная единичка 0,02. Старое жилье, друзья, стоимость квадратного метра в целом по провинции Пафос 2179 евро, что также показало динамику роста плюс 0,15%. И индекс также положительный, единичка, запятая 0,01. Итак, друзья, теперь переходим к следующему слайду, где мы будем говорить о том, что произошло на протяжении года, подытоживающие данные. Помните, аппроксимирующая кривая, которая сглаживала линию тренда, вот эти графики, теперь они вот здесь у меня в этих табличках. Да? Подытоживающие данные. Апрель 2026 год в целом по провинции Пафос. 2440 евро, это новое жилье, что за год показало динамику роста плюс 0,49%. Индекс положительный, единичка 0,05. Старое жилье, провинция Пафос, 2179 евро. И за год, друзья, что снижение незначительное, но это все равно снижение, минус 0,50%. Индекс отрицательный 0,994. И вот, друзья, теперь давайте порассуждаем о следующих параметрах, которые, в общем-то, влияют на состояние рынка недвижимости. Как жилой, так и коммерческой. Но сегодня мы говорим о жилой недвижимости. Это управление статистики дало нам информацию. 15 мая было опубликовано. Я ждал как раз этого отчета у них. И основные, так сказать, показатели или же индексы, которые характеризуют развитие экономики. Я всего 3 взял, на самом деле их больше. Но я когда-то проводил исследования, причем проводил исследования по крупным городам областным Украины, и нашел коэффициент корреляции между состоянием рынка недвижимости, между индексами, помните, я вам говорил, индекс рынка недвижимости, и между индексами, которые характеризуют развитие экономики, коэффициент корреляции был очень высокий, именно там по 10 или чуть больше, по-моему, параметров. Ну вот одни из параметров, которые 100% имеют плотную обратную связь с индексом рынка недвижимости, это первый.
давайте мы проговорим, это внутренний валовый продукт. Что такое внутренний валовый продукт, друзья? Кто не знает? Это индикатор, который характеризует развитие экономики. Это выпущенные товары и услуги той или иной экономики. Мы говорим о острове Кипр, южная его часть. И вот смотрите, что здесь, да, я желтым отметил, какие отрасли экономики были драйверами или, так сказать, сформировали этот ВВП. Вы увидите, что это розничная торговля, это ремонт автомобилей, вторая отрасль, да, это информационные технологии и коммуникации, третья отрасль экономики и четвертая традиционно финансы и страхование. Ну, рынка недвижимости здесь, друзья, вы не видите, правда? То есть видим лидеры, которые, в общем-то, формировали ВВП. Теперь переходим к цифрам, сравнивая первый квартал 2026 года с первым кварталом 2025 года, мы видим, что ВВП вырос на 3%. Это самый низкий ВВП в течение одного года. Вот если мы возьмем первый квартал 2025 года, то есть сравнивая с первым кварталом 2024 года, здесь ВВП был 3,6. 3,7, потом видим второй квартал, третий квартал 3,6, 4,3 это у нас четвертый квартал, и вот здесь 3% роста в годовом измерении. То есть это говорит о том, что экономика охлаждается. Ну, нельзя сказать, что охлаждается. В принципе, ВВП разброс не сильный, да, там от 4 до 3, но все равно мы видим показатель самый низкий в течение года. То есть экономика охлаждается, и, соответственно, это так или иначе влияет на состояние рынка, то есть на платежеспособность людей и так далее. Ну, дальше будем говорить и в том числе о инвестиционной привлекательности. Смотрим второй показатель. Второй показатель – это инфляция, показатель инфляции. И вот, друзья, здесь кто не знает, что такое инфляция и какими процессами вызывается эта данная инфляция, хочу вам напомнить закон стоимости, он так называется, где говорится о следующем, что любая экономика работает сбалансированно, если количество денег соответствует выпущенным товарам и услугам. Выпущенные товары и услуги, это, друзья, вот здесь мы говорили уже. Ну, здесь в процентном отношении говорим. ВВП небольшой Кипра, потому что, ну, остров, что вы хотите? 700 тысяч населения, это в Киеве два административных района, Деснянский и Голосеевский. А в Киеве таких административных районов 10 аж, и проживает там больше 3,5 миллионов, а здесь 700 тысяч. Поэтому экономика небольшая, формируется, вы видели, и я вам зачитывал, и можете еще раз прочитать, какими сегментами экономики. А вот инфляция возникает тогда, когда перекос есть выпущенных товаров и услуг меньше, чем выпущенных денег. То есть, ну, печатаются новые деньги. Это, кстати, не только фиатные деньги, бумажные деньги. Там есть финансовый агрегат номер 0, М1. Ну, это все деньги, которые работают в экономике. Да? То есть это и в том числе ценные бумаги и так далее. Итак, мы видим, что количество денег стало больше, чем произведено товаров и услуг. И, соответственно, за эти обесцененные деньги все меньше можно купить товаров и услуг. То есть включаются инфляционные процессы. Ну, надеюсь, я очень так на пальцах подробно вам рассказал. Инфляция в апреле месяце составила 2,8%. То есть экономика выросла на 3% в годовом измерении, а инфляция практически догоняет рост ВВП, это видим 2,8%, но все равно пока еще как бы, ну это как раз показывает, что сбалансированно работает экономика, вполне сбалансированно, то есть на 3 вырос рост внутреннего валового продукта, а деньги обесценили всего лишь на 2,8%. И третий показатель, друзья, это стоимость денег на внутреннем рынке заимствований финансовых услуг. Это учетная ставка, которую
В общем-то, мы видим Центральный банк Кипра, учетная ставка, он ее формирует, составила 2,15%. Вот эти три основные показателя, и мы следующим слайдом будем говорить о пассивном доходе. Много или мало получают люди, которые сдают в аренду свою жилую недвижимость, которую именно покупают для того, чтобы сдавать в аренду. Мы вспомним и учетную ставку, и, так сказать, все остальное. А, кстати, вот здесь внизу синим шрифтом это уже сводные данные по Евростат. Евростат, вот это первый источник, Кипрская служба статистики, а вот это Евростат, вот сводные данные. Вот я обратил внимание, что все-таки, видите, набрехали, кто-то набрехал. Здесь инфляция, видим, по апрелю месяца, вот показываю просто, да, 3%, а служба статистики Кипра показала 2,8%. То есть кому верить, ну, по идее, это первоисточник, скорее всего, здесь они что-то перепутали. Также можете посмотреть депозитные ставки по депозитам 2%. Дальше идет вот эта учетная ставка 2,15%, ну и так далее. Итак, друзья, мы увидели, что экономика за год охладилась, меньше выпущено товаров и услуг. Инфляция составляет 2,8%, то есть практически догоняет ВВП. 2,15% это стоимость денег на внутреннем рынке, еще раз повторюсь. И вот теперь переходим к последнему слайду. Здесь подведем итоги, что произошло с арендой. Помните, я вам говорил о пассивном доходе. Значит, в выборку попали 1, 2, 3, 4 спальные квартиры. Я это все объединил так, чтобы, ну, я работаю с большими данными и формирую индекс рынка недвижимости, поэтому ну, по заказу я вот сейчас делаю работу для крупной компании. Там они прям совсем хотят, чтобы каждая квартира, ну, это правда по Украине, однокомнатная, двухкомнатная, отдельно все в разбивке по классам. А здесь я такие обобщенные данные для того, чтобы было понятно, выгодно или невыгодно. Итак, видим, что в целом по у нас муниципалитет это Пафос, Гераскипу, это новое жилье, еще раз здесь все это прописано, но уже жилье, которое сдается в аренду. Средняя по провинции 963 евро. Это, ну, это аренда квартиры. Сюда вошли с одной спальней, с двумя, с тремя и так далее. И что мы, друзья, видим? Мы видим, что за год новое жилье, а период сравнения у нас апрель 2026 с апрелем 2025 года, за год 3,47%. То есть выросла аренда за год на 3,5%. Индекс положительный. Единичка, запятая 0,35. Вот давайте сейчас проговорим по старому еще жилью. Старое жилье 912 евро. Это аренда одной, двух, трех спальной квартиры и выше. Объединены в целом за месяц, естественно. Видим, что аренда выросла за год на 3,76%. Еще больше выросла, чем, так сказать, новое жилье. Хотя в разных городах, муниципалитетах по-разному. Так вот, давайте мы сначала проговорим, много это или мало, возвращаемся к стоимости денег. 2,15%. Давайте простой пример. Предположим, у вас есть 100 тысяч. Вы 100 тысяч евро ложите в Кипрский банк под 2% в годовом измерении. Да? Несложно посчитать, сколько это будет. То есть это, в принципе, ну, небольшие деньги вы получите, но с учетом того, что все-таки присутствуют даже и на Кипре риски с финансовой устойчивостью системы. Вспомните, какой там 11-й год, по-моему, кризис был финансовых институтов на Кипре, забастовки там, ну, я по телевизору тогда это все смотрел. То есть это так себе задача. А если вы за 100 тысяч, предположим, приобретаете недвижимость, то у вас, давайте я вот так сейчас покажу.
ваша недвижимость может сгенерировать до 3,5% годового дохода. Понятно, что это не чисто операционный доход. Отсюда надо вычесть налоги, а также надо посчитать, так сказать, все сопутствующие издержки, которые связаны с ремонтом, то есть амортизацию посчитать. Но в любом случае вы получите, в общем-то, 3, пускай процента, пускай 2,5% это больше, чем 2%. И тем более вы как бы ну, понимаете, что у вас есть недвижимость, которая не обесценивается. Почему не обесценивается? Потому что, ну, если она генерирует какие-то денежные потоки, то это хорошо. А если вот конкретно по городу возьмем муниципалитету Пафос, то здесь вообще видим, что на 6,20% выросла аренда за 1 год. То есть это вполне себе неплохой доход, если посчитать это в абсолютных цифрах. То есть, ну, с каждой квартиры по-разному бывает. То есть это вот как раз и есть ориентиры, которые позволяют людям, которые интересуются недвижимостью в качестве выгодного вложения денег, мы сейчас говорим о жилой недвижимости, где, в каком городе лучше покупать недвижимость для того, чтобы сдавать в аренду, и эта недвижимость будет приносить больший доход, естественно, видим в городе и муниципалитете Пафос. В Пее даже здесь отрицательное число, то есть здесь снизилось за год стоимость аренды. Ну вот такой разброс видим по цифрам, по стоимости аренды. Но, в общем-то, это уже в целом дает некие ориентиры для того, чтобы человек мог сориентироваться, выгодно или невыгодно. Итак, друзья, подвели итоги о прогнозах. Давайте я остановлю показ слайдов о прогнозах. Я все-таки предполагаю, что в целом по провинции незначительный будет рост присутствовать, потому что мы по отдельным городам, муниципалитетам, как Пафос, видим по новому жилью в годовом измерении рост незначительный, там 0,5%. То есть каждый месяц там, ну, где-то по-разному. Но я думаю, что все-таки за этот месяц где-то по 0,5% мы увидим рост стоимости недвижимости в целом по провинции, соответственно, по каждому из городов, о которых мы с вами говорили. Друзья, пришло время прощаться. Для того, чтобы вы знали, что происходит с недвижимостью острова Кипр, вам необходимо что сделать? Правильно, друзья, подписаться на мой канал. Вы можете лайки, дизлайки ставить данному видео. А еще вы должны помнить, что я ваш скромный слуга, и компания Олимп Консалтинг готовим для вас ежемесячные обзоры рынка недвижимости, которые, я уверен, станут для вас компасом или же картой путеводной, конечно же, в каменных джунглях рынка недвижимости острова Кипр. Друзья, до встречи в следующих моих видео и не забудьте подписаться.